В Украине все, что осталось от всех, все к нам. Но это тоже классно. Да, на английском. Но сейчас я с вами говорю на русском. На суржике. Хорошо, у меня смесь украинского и русского. А иногда английский выплевываются. Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале «Гениально все очень просто» в нашем прекрасном мире. И наша задача научиться это видеть, чувствовать и понимать. Вы понимаете, что вас могут до сих пор стравливать по языковому барьеру. Вы не представляете, какой это низкий урок для сущности, для вашей, для души. Вас могут натравить на другого человека и сказать: вот он говорит на таком языке, он нам не подходит. Вы понимаете? Как это по-детскому? Мы в школе так вели себя, в детском садике. Тут букву Г не выговаривают, он дебил, он самый... Были дети жесткие, было и такое. Он стих рассказывает, видишь, у него не получается. Так какая разница? Он есть такой, какой есть. Вы его понимаете прекрасно. Вам будет легче, если тот или иной человек будет немой. Вы понимаете, что это очень по-детскому. И люди на земле даже этого не понимают. Пока еще. Они не понимают, что язык – это просто средство коммуникации. Ты должен понять информацию, которую человек тебе хочет донести. Вся задача языка. Ни одна из вас культура не выше, чем другая. Ни одна. Все эксклюзивные. Навязывание своей культуры кому-либо – это очень глупо. Но вы поймите. Каждый человек родился на том месте, в той семье, куда его послал Творец. Он не добровольно, его Творец послал. Если у кого есть какие претензии к семьям, к тем или иным, говорит он по-украински, говорит он по-русски, говорит он по-молдавански, говорит он по-английски или говорит он по-немецки, все вопросы туда. Поймите, вас как детей, не то что обманывают, просто вы не хотите учиться. Многие. Вы должны понять, что это очень легкий урок, а вы его не можете усвоить. Жизнь очень короткая, да, вам внушают. Но вы поймите, институты строили высшие чины недаром. Психология, управление сознанием человеком. И все материалы вам не рассекречивают. Как стадом надо управлять. Их же этому учат. В СССР это были высшие политшколы. В Америке свои, в Англии свои. В Украине все, что осталось от всех, все к нам. Но это тоже классно. Поймите, это детский урок. И многие, кто спорит за языки, про языки, это самый первый детский урок, первая ступенька. И человек не может понять, что язык – это всего лишь коммуникация. Это ничто, не больше. Это не показывает твой внутренний мир, насколько ты богаче. Я работал с многими людьми на планете Земля. Мне посчастилось работать с многими нациями. Я думаю, в жизни я встретил и так или иначе коммуницировал
На английском. Да, на английском. Но сейчас я с вами говорю на русском. На суржике. Потому что у меня смесь украинского и русского. А иногда английский выплевывается. Я не научился говорить ни на одном языке правильно. Но это правильно через 20 лет изменится. Так как язык меняется постоянно. Менялся и будет меняться всегда. Будут приходить новые слова, старые уходить. Как имена так же само. Неужели вы не можете этого понять? Это самый простой урок для любого человека. Язык – это первая ступенька. Это всего лишь коммуникация. Какой может быть вообще спор за коммуникацию? Если у вас сильное эго, вы хотите, чтобы все остальные говорили на украинском, на русском, на английском. Я не защищаю никакой язык сейчас. И не тот язык, на котором я говорю. Просто мне легче доносить информацию на этом языке. Если бы мне ее было легче доносить на английском, я бы с радостью это сделал. Для меня нет значения, кто передо мной сидит. Украинец, русский, американец, африканец, туземец или еще кто-либо. Это души Божьи. И на этом точка. Каждый индивидуально. Для меня нет индивидуальности. Кто лучше, кто хуже. Все одного поля ягоды. Все учатся. Но тот, кто не может понять, что коммуникация – это всего лишь коммуникация, один человек может изъяснить свой внутренний мир другому. Это всего лишь средство. Это не является избранностью. Это не является уникальностью. Поймите. Мы ж не спорим, у кого сколько волос на руке. У тебя больше, у меня меньше. Кто лучше? Все дано вам бесплатно. Но мозги надо нарабатывать с годами, самому работать над собой. И мне посчастилось поработать 80 или 90% населения Земли, разных наций. Да, больше 60, 70, 80 стран мира. Я увидел, что все одинаковые. И когда мы общаемся, мы ищем наилучший путь, чтобы мы всего лишь поняли друг друга, но не доказали избранность своего языка. Или навязать я ему, встретил китайца, навязывать ему буду свой русский или украинский язык, которым я более-менее владею. Но украинский уже чуть подзабыл, потому что его меньше использую в жизни. И не потому, что я его должен учить. Я никому на этой планете Земля не должен. Я не должен ни русскоязычному населению, ни украиноязычному населению, ни американоязычному населению. Я никому ничего не должен. И я вам объясняю, что вы, никто, никому ничто не должны. Вы на каком считаете нужным языке, на том и говорите. Цель услышать, что я хочу вам сказать. Хочу я вам радость передать, я передаю. Люди хотят вражду передавать, они передают. Но не поддавайтесь на эти уловки. Вы понимаете? Если человек вам говорит, говори на этом языке или на том, не обращайте внимания. Это простые шалунишки. Им индивидуально, мне хочется, чтобы ты говорил на этом языке. Кто вы такие вообще? Кто вы такие? Всем хорошего дня, настроения. Подписываемся, ставим лайк, и мы будем рассматривать жизнь с разных ее точек и находить общий, наилучший знаменатель для наших душ и для нашего существования на планете Земля. Всех люблю, уважаю.
Хорошее настроение. Подписываемся, полетим. Индивидуально. Мне хочется, чтобы ты говорил на этом языке. Кто вы такие вообще? Кто вы такие? Был в России, мне говорят украинец. В Украине говорят, там какой-то ты не на украинском разговариваешь. На английском разговариваю, говорят, да ты на английском ничего толком не говоришь.